В национальном парке Крюгера, Южная Африка, величественный лев-самец правит саванной. Своей великолепной гривой и гордой походкой он внушает страх всем другим животным на своей территории, где ни один хищник не осмеливается бросить вызов его власти. Туристы со всего мира стекаются к Крюгеру в надежде хотя бы раз в жизни увидеть этого легендарного льва. Действие сказки разворачивается жарким днем, когда стадо антилоп пасется у озера. Лев внимательно наблюдает за ними издалека. Его холодный взгляд прикован к сильному, но несколько медлительному оленю-вожаку, на которого он нападает из-за старой раны. Воспользовавшись возможностью, лев бросается вперед с поразительной скоростью, нанося мощные удары. В панике олень убегает, и многие из его спутников прыгают в близлежащее озеро, чтобы спастись. Выбранный олень тоже прыгает в воду, несмотря на то, что он не очень хорошо плавает. Охваченный жаждой добычи, лев немедленно прыгнул за ней, чтобы не упустить свою аппетитную цель, но озеро оказалось намного глубже, чем он ожидал. Как только он коснулся воды, лев понял, что находится в опасной ситуации. Холодная вода и сильное течение внизу заставили его быстро потерять силы. Олень, хотя и не был хорошим пловцом, сумел выплыть на мелководье благодаря своим усилиям. Лев попытался всплыть на поверхность, но бурлящее течение заставило его утонуть. Могучий рев правителя теперь заглушался плеском воды. Всего за несколько коротких секунд лев обессилел и постепенно потерял сознание. Его грива обвисла, а тело начало погружаться в озеро. В этот момент рейнджер по имени Тайлер патрулировал окрестности. Тайлер вел специальную машину, наблюдая за любым необычным движением на лугу. Он случайно увидел суматоху у озера, и у него возникло предчувствие, что что-то не так. Сначала он подумал, что это просто лев, который, как обычно, охотится, но мгновение спустя понял, что лев так и не появился. Он немедленно остановил машину и бросился к берегу озера, не думая об опасности для себя. Прочь. Тайлер прищурился, вглядываясь, и увидел клочок оранжево-желтой гривы, маячивший под поверхностью воды. Не раздумывая, он быстро снял куртку и прыгнул в глубокую, грязную, скользкую воду, которая чрезвычайно затрудняла передвижение. После нескольких погружений Тайлер схватил лежащего без сознания льва за переднюю лапу. Он приложил все свои силы, чтобы вытащить льва на мелководье. По мере приближения к берегу он все отчетливее ощущал огромный вес животного. Наконец, его дыхание, казалось, остановилось, а глаза закрылись. Люди часто говорят, что столкновение со львом чрезвычайно опасно, но сейчас самым страшным было то, что лев мог умереть в любой момент. Тайлер положил льва на бок, его сердце тревожно колотилось. Он научился оказывать первую помощь диким животным, но впервые ему пришлось практиковаться с таким большим львом. Не колеблясь, он начал сжимать грудную клетку льва, чтобы накачать воздух в его легкие. В его сердце теплилась слабая надежда, что лев оживет, как его учили. Надавливания были равномерными и настойчивыми, и пот с его лба капал на мокрую гриву льва. Прошло несколько минут, но лев не подавал признаков движения. Тайлер стиснул зубы и посчитал количество нажатий в соответствии с правильной процедурой, не решаясь остановиться. Он даже попытался сделать искусственное дыхание рот в рот, старательно избегая острых клыков. Внезапно лев слегка дернулся, его тело слабо задрожало. Тайлер остановился и приложил ухо к его пасти, чтобы проверить дыхание. Слабое дуновение воздуха указывало на то, что его сердце снова забилось.
Тайлер был переполнен радостью и быстро вызвал помощь по радио, продолжая следить за львом. Лев тяжело дышал, но подавал признаки жизни. Обладая большим опытом, Тайлер достал шприц с реанимационным препаратом и осторожно ввел его в мышцу льва, стараясь не причинить ему еще большей боли. Затем он немного отошел в сторону на случай, если лев проснется в панике. Время, казалось, остановилось, пока эти двое лежали, тяжело дыша, на берегу озера. Тайлер, все еще пребывающий в шоке, прижал руку к груди, чувствуя, как колотится его сердце. Лев моргнул в первый раз, оглядываясь вокруг затуманенным взглядом. Его знакомые золотистые глаза были усталыми, но в них все еще теплилась жизнь. Он попытался поднять голову, но затем снова упал, потому что был слишком слаб. Тайлер вздохнул с облегчением, зная, что животное вне опасности, но ему нужно время, чтобы прийти в себя. Он задержался, чтобы проследить за дыханием и сердцебиением льва, готовый вмешаться в случае необходимости. На его рацию продолжали поступать сообщения с вопросами о ситуации, но Тайлер заверил их, что справится с этим. Солнце медленно садилось, и золотистые отблески заката играли на мокрой шерсти льва. Тайлер открыл бутылочку с водой и побрызгал на морду льва, чтобы помочь ему проснуться. Лев попытался потянуться, по-видимому, из-за холода. Тайлер понимал, что ему нужно время, чтобы успокоиться, и в то же время пространство, чтобы избежать паники. Он тихо вернулся к машине, включив аварийные огни, чтобы избежать столкновения с другой машиной. Он наблюдал издалека, как лев начал шевелиться, тряся головой, словно пытаясь стряхнуть с себя оцепенение. Его большие уши встали торчком, а взгляд сосредоточился на машине, возле которой стоял Тайлер. Тайлер оставался спокойным, не желая пугать животное. Лев инстинктивно тихонько зарычал, но звук был намного слабее, чем обычно. Тайлер осторожно подошел ближе и протянул руку, чтобы лев понюхал его. Лев не напал и не убежал. Он только очень тихо зарычал. Тайлер улыбнулся, зная, что животное постепенно осознает, что он ему не враг. Тело. Через некоторое время лев попытался встать на дрожащие лапы. Он, пошатываясь, сделал несколько шагов и рухнул, выглядя усталым. Тайлер мягко поддерживал его, но в то же время был готов отдернуть руку, если лев разозлится. Он успокаивал льва и говорил медленно, как будто тот мог понять. «Успокойся, мой друг. Я помогу тебе», — прошептал он, хотя и знал, что лев его не поймет. Лев моргнул, и его дыхание постепенно нормализовалось. Тайлер немедленно проверил его тело на наличие повреждений. К счастью, серьезных повреждений, кроме истощения, не было. Затем он вернулся к машине и достал большой кусок ткани, чтобы слегка прикрыть льва, чтобы он не замерзал ночью. Тайлер решил остаться рядом со львом, пока тот не оправится настолько, что сможет передвигаться самостоятельно. Наступила ночь, и лунный свет осветил две отчетливые фигуры, которые теперь были связаны нитью доброты. На следующее утро лев почувствовал себя лучше и начал медленно обходить машину. Он понюхал воздух, поднял голову и громко зарычал, словно отмечая возвращение правителя. Тайлер улыбнулся, зная, что критическая стадия для льва миновала. Тем не менее, он все равно воспользовался рацией, чтобы вызвать команду поддержки и вернуть льва на безопасную территорию. Перед прибытием команды лев съел немного сушеного мяса, которое приготовил Тайлер. Лев смотрел на него с любопытством. Когда, наконец, прибыла команда поддержки,
Они были поражены, увидев, что лев ведет себя мягко рядом с Тайлером, испытывая гордость и некоторую благодарность. Хотя другие сотрудники оставались настороже, Тайлер заверил их, что все в порядке. Оценив ситуацию, они решили выпустить льва обратно на его привычную территорию, чтобы свести стресс к минимуму. С того дня, каждый раз, когда Тайлер садился за руль своей патрульной машины, величественный лев бесшумно появлялся, следуя за ним и, казалось, защищая его в бескрайней саванне национального парка Крюгера. Парк. Южная Африка. Что вы думаете об этой истории спасения? Дайте нам знать в комментариях. Я надеюсь, вам понравится это видео. Пожалуйста, поднимите большой палец вверх и поделитесь им со своими близкими. Также подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить обновления на нашем канале. Спасибо.